Все это будет казаться каким-то адом. В России распространено заказывать уголовные дела, чтобы человека посадили, а потом отнять у него бизнес. В деле Николая присутствуют признаки, которые мы обязаны фиксировать как правозащитная организация. В 6 утра на меня одели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Поступил звонок о том, чтобы я не лезла в это дело, так как будут некие последствия. Крайне тяжело защищать свои права. Виновен человек или не виновен. Желание только быстрее стукнуть молотком, осудить человека и отобрать у него все, что он заработал. В истории современной России есть дела, которые со временем перестают быть просто уголовными или корпоративными. Они выходят за пределы национальной юрисдикции и были рассмотрены международными судами и правозащитными механизмами. Это дело ЮКОСа, дело Михаила Ходорковского, кейс Hermitage Capital и Сергея Магнитского и другие процессы, в которых международные инстанции фиксировали злоупотребление уголовным правом и нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Эти истории различны по масштабу и контексту, но их объединяет одно – они перестали быть внутренними делами после того, как стало очевидно отсутствие эффективной защиты внутри страны. Не потому, что все эти истории идентичны, а потому, что в них используется один и тот же механизм – уголовное право как инструмент давления в борьбе за контроль и влияние. История, о которой мы говорим, другого масштаба и другого уровня, но по своему правозащитному значению она движется по той же траектории. Из внутреннего российского дела она постепенно приобретает международный резонанс. В нее вовлечены зарубежные суды, международные и правозащитные юридические механизмы, и она перестает быть невидимой за пределами страны. Именно в этот момент такие истории становятся принципиально важными не только для конкретных людей, но и для понимания того, как работает международная система. Тольятти-Азот – один из крупнейших химических комплексов мира. Известный не только как поставщик удобрений для десятков стран, но и как центр затянувшегося корпоративного конфликта. С середины 2000-х годов противостояние между основными владельцами и миноритарным акционером вышло за рамки бизнеса и перешло в плоскость уголовных и судебных процессов. История борьбы за контроль над стратегическим активом, где переплелись экономика, право и человеческие судьбы. Во многих корпоративных конфликтах первыми под удар попадают не собственники. Под удар попадают топ-менеджеры. Это люди, которые не владеют активами, но принимают решения, которые подписывают документы, которые находятся внутри операционного управления. Тольятти-Азот был основан Владимиром Махлаем и на протяжении многих лет находился под контролем его семьи. Ключевым бенефициаром позже стал его сын, Сергей Махлай. Управление осуществлялось через наемных менеджеров, решения принимались коллегиально, в рамках корпоративных процедур. В середине 2000-х годов в структуре собственности предприятия появился новый участник. Компания «Уралхим» приобрела миноритарный пакет – около 10% акций. Именно с этого момента вокруг предприятия начался корпоративный и юридический конфликт между мажоритарными собственниками и новым миноритарным акционером. В публичном поле руководителя этих структур, Дмитрия Мазепина, относили к числу влиятельных предпринимателей, близких к федеральному центру принятия решений. Несмотря на долю менее 10%, структуры компании добивались влияния на стратегию, решения, персонал. ТОАС официально называл это попыткой рейдерского захвата. Конфликт шел в судах, в офшорных юрисдикциях, в медиа. И все с явной политической и силовой составляющей. Генпрокуратура возбуждает уголовное дело. Мошенничество на 85 миллиардов рублей. Оно становится юридическим основанием давления на всю прежнюю команду и стартом для зачистки, которая продолжалась последующие годы. До вынесения приговоров Махлаи покинули страну.
Их дела были рассмотрены заочно, приговоры вынесены в отсутствие подсудимых. Фактического отбытия наказания не последовало, но активы были арестованы, а контроль над предприятием утрачен. Следственные органы выдвинули обвинения в адрес собственников в злоупотреблении полномочиями, продаже продукции через аффилированные структуры и причинении ущерба предприятию. Защита настаивала, что речь идет о типовой модели работы отрасли, а все решения принимались в рамках регламентов и рынка. В результате серии судебных и корпоративных решений 100% акций перешли к новым структурам, связанным с крупным отраслевым игроком – Уралхим. На фоне смены собственников внутри компании продолжали работать наемные управленцы. Один из них – Николай. Он не был собственником, не владел акциями и не определял стратегию предприятия. Он остался внутри системы в момент, когда прежние владельцы уже вышли из игры. Позднее следствие сосредоточилось именно на управленческих решениях этого периода. Эта история не только о суде, она о том, как в момент перераспределения власти и активов ответственность может перейти к тем, кто остался на месте. Николай, бывший топ-менеджер ПАО «Тольятти Азот», он не был собственником компании, он не контролировал активы. Он входил в команду управления и в совет директоров. В период смены собственника и корпоративного конфликта вокруг предприятия Николай, как и другие менеджеры, оказался вовлечен в уголовные дела. Были заочные приговоры, были ограничения, были последствия, которые вышли далеко за рамки самого человека. Из-за страха кто-то занял позицию «не помню, не слышал, не знаю, не трогайте меня». Кто-то принял позицию «все покажу, расскажу, подпишу, все, что нужно, только меня не трогайте». Николай стал фигурантом уголовного преследования на раннем этапе корпоративного конфликта вокруг предприятия. Это произошло уже после начала борьбы за контроль. Его задержали по обвинению, которое не имело отношения к его работе и к управлению предприятием. С этого момента корпоративный конфликт перешел в уголовную плоскость, и уголовное преследование стало не фоном, а частью этой истории. В 6 утра на меня одели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. То есть я не знал, куда меня везут, кто меня везет. Позже, когда меня уже привезли, и я увидел отделение полиции, мне стало, естественно, легче, потому что я понимал, что меня в полицию привезли, а не куда-то в лес. Мне сказали, что меня обвиняют в торговле якобы запрещенными веществами, занесли мою куртку, и в этой куртке благополучным образом оказались, как мне потом стало известно, наркотики. Позже станет известно, за организацией этих провокаций стоял Сергей Соколов, бывший сотрудник службы безопасности Бориса Березовского, учредитель частной структуры «Аналитика и безопасность». В 2018 году он был задержан и осужден. В открытом письме признал, по заданию влиятельных лиц фабриковал дела против управленцев Тольятти Азота Вячеслава Суслова и Николая Неплюева. Цитата. «Суслов и Неплюев должны были оказаться за решеткой по обвинению в связях с украинскими террористическими группировками. Все это только из-за того, что наши заказчики захотели получить то, что им не принадлежало». У них нет политической защиты, нет иммунитета, нет активов, но есть ответственность. Именно она делает их уязвимыми. Когда корпоративный спор переходит в уголовную плоскость, именно топ-менеджеры становятся самыми удобными фигурантами. Это не наш бизнес. Мы были наемными менеджерами, и наша задача была защищать интересы компании, интересы собственников. Поэтому мы с самого начала, находясь в оболочке этого корпоративного конфликта, мы работали в сложных условиях, и тем не менее нам удавалось, несмотря на все сложности, делать так, что стоимость бизнеса она увеличивалась,
Компания становилась сильнее, компания становилась прозрачнее. Как могли, применяли все свои компетенции и опыт на благо компании. Взамен, конечно, мы рассчитывали на поддержку со стороны представителей мажоритарных акционеров, со стороны Сергея Владимировича Махлая, мажоритарных собственников бизнеса. Тем не менее, вот в конфликте двух сторон, в корпоративном конфликте, узкий круг менеджеров попал под, скажем так, простым языком, расстрел. 28 марта было возбуждено в Следственном управлении Следственного комитета Самарской области уголовное дело в отношении сначала неустановленных лиц по факту хищения денежных средств Тольятти Азот. Я узнал от моего адвоката, новыми собственниками завода, по заявлению Тольятти Азот было возбуждено уголовное дело. В конце апреля 2022 года я был вызван на допрос, я явился на допрос, активно сотрудничал со следствием, давал показания. Суть заявления она сводилась к тому, что химическая продукция, которую производила Тольятти Азот, продавалась в адрес двух компаний – Еврохимикалс и Еврохимикалс Групп. И, как вот считал Тольятти Азот, данная продукция продавалась по ценам ниже рыночных, и, соответственно, Тольятти Азот недополучала определенные денежные средства. Было переквалифицировано мой статус в качестве свидетеля в подозреваемого и обвиняемого. Заочно объявлен арест и розыск. Сначала по федеральному уровню, потом уже и международный уровень. Впоследствии уже действительно заочно было предъявлено обвинение, и после этого уголовное дело было направлено в суд в порядке заочного судопроизводства. У меня тогда была командировка в Россию. Я работал в нефтяной компании финансовым директором, и мне нужно было лететь в Россию, открывать счета в российских банках. Ну, естественно, когда я узнал эту новость, находясь в шоке, я уже никуда не полетел. Жизнь, конечно, изменилась вообще кардинально. Я очень близко к сердцу приняла данное уголовное дело, так как оно касается не только Николая, но и меня, и нашего малолетнего ребенка, так как все совместно нажитое имущество арестовано по данному уголовному делу. Было тяжело. Следствие пришло и, соответственно, суд к выводу о том, что это было занижение относительно цены на продукцию в отношении иных контрагентов. У меня у самой есть экономическое образование, и, конечно же, я взяла все документы из уголовного дела и начала сравнивать цифры, которые в данной экспертизе. И что я сразу увидела, что все цены по химическим удобрениям в 80% случаев не совпадали с ценами по документам, которые приложены в уголовном деле. Экспертиза была сделана неким физлицом из Санкт-Петербурга, почему-то с Варгонским, который не был компетентен в бизнесе химическом, химических удобрений, а тем более трейдинге или производстве химических удобрений. То есть не имел должной квалификации. При этом уголовное дело расследовалось в Самарской области. Почему следователи обратились к эксперту Санкт-Петербурга? Скорее всего, потому что его попросили подыграть. Почему следствие не сделало экспертизу в государственном учреждении или в каком-то международном агентстве? Непонятно. Мы ходатайствовали со своей стороны, чтобы такая экспертиза была назначена судом и сделана государственным бюджетным учреждением. Лучше всего, чтобы в Москве. Так было бы, наверное, большее доверие к независимости и суждениям и выводам, которые бы сделали в такой экспертизе. Ну и согласны были и на
Самарскую область. Тем не менее, То есть нету ни счетов фактур, нету ни счетов, ни договоров, вообще ничего. Все его вот эти сравнения основаны только на табличке, которую предоставили представители ПАО «Тольятти Азот». Таблички в Excel. А уж откуда они эти цены взяли, никто не знает. И сравнить не с чем. Суд в ходатайстве об истребовании данных документов отказал. Прокуратура отказала. Следственный комитет тоже отказал. Любое доказательство в уголовном деле, экспертиза в частности, она должна соответствовать 3 критериям. Именно допустимости, достоверности и относимости. То есть вот экспертиза, которая проведена в рамках данного уголовного дела, она не соответствует критерию именно допустимости и достоверности. Должно быть все справедливо. Это неправильно, когда людей судят и фальсифицируют доказательства. Если вы говорите о том, что человек в чем-то виновен, зачем вы фальсифицируете экспертизу? Вот почему закрывают на это глаза? Если вы считаете, что Николай Неплюев в чем-то виновен, ну тогда сделайте справедливое расследование. Верните это дело прокурору, а прокурор пусть вернет следователю. Пусть действительно смотрят, ищут, где же была передача якобы преступных денежных средств. Экспертиза, сделанная еще на стадии следствия, так и осталась единственной. И именно она легла в основу приговора. Суд закончился обвинительным решением. Для системы это был финал первой инстанции. Для семьи – начало последствий. Именно после приговора жена Николая впервые по-настоящему открыла материалы дела и начала разбираться сама. Потому что с этого момента речь шла уже не только о суде, а о доме, о семье и о жизни после приговора. Что я могу сказать? Права, конечно же, обвиняемых на объективную независимую защиту, по моему мнению, были нарушены. И нарушены не только их права, а также мои права и иных лиц, владельцев имущества, арестованных по данному уголовному делу. Поводом для наложения ареста являлись якобы сведения о том, что данное имущество приобретено на денежные средства, добытые преступным путем. Однако ни в период наложения ареста, ни в период, соответственно, вынесения приговора каких-либо доказательств тому, что это имущество лиц, которые не являлись ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, ни свидетелями, ни гражданскими ответчиками по делу, именно приобреталось на денежные средства, добытые преступным путем, не имеется. я не совсем понимаю, за что на меня, на других моих коллег решили повесить эти необоснованные уголовные дела и гражданские дела. Зачем арестовали имущество и зачем это вранье, что якобы я получал какие-то преступные деньги. Суд такое написал, все просто, чтобы заниматься изъятием имущества. Потому что, когда я приношу в суд свои 2 НДФЛ, указываю источник происхождения денег, когда я приношу платежные документы, договора покупки имущества, и все это также приносят родные, судья либо не принимает такие документы, чтобы их включили в материалы дела, либо принимает, но не дает им оценку. Я считаю, что суд в Самарской области не независим, и именно поэтому судья и написал, что имущество куплено на преступные деньги без единого доказательства этому. Несмотря на то, что я выиграла раздел имущества, а раздел имущества суды происходили в Москве, Тольятти Азот приходили в эти заседания по разделу имущества, и они постоянно говорили о том, что оно куплено на преступные деньги, но при этом они не приносили никаких доказательств. И суд стал на мою сторону и имущество поделил. Очень важно понимать, давление в таких делах редко ограничивается судебным залом. Мы видим давление через родственников, через имущество, через банковские счета.
Мы видим ситуации, когда страдают семьи, пожилые родственники, бывшие супруги. Это не всегда оформляется в виде одного решения или одного документа, но в совокупности это дает среду, в которой человек лишается возможности защищаться. Поступил звонок о том, чтобы я не лезла в это дело, так как будут некие последствия, и в любом случае я ничего не выиграю. Конечно, в какой-то момент я просто сняла квартиру в другом месте и начала там проживать со своим сыном. Потому что хоть прямой угрозы физического какого-то насилия и не поступало, но все равно не очень приятно осознавать, что данные люди, мои оппоненты, знают мой адрес, так как он есть в уголовном деле, могут в любой момент прийти и, может быть, уже угрожать совсем по-другому. В деле Николая присутствуют признаки, которые мы обязаны фиксировать как правозащитная организация. Это расхождение в документах, финансовых расчетах, заявление о фальсификации подписей, давление на свидетелей. Это обращение в государственные органы, которые не привели к эффективной проверке. Все это по отдельности можно попытаться объяснить, но в совокупности это формирует картину системного нарушения права на защиту. Дело рассматривалось под председательством судьи Королевой с 23 по 24 год. В июле 24 года был вынесен приговор, который был впоследствии обжалован в суд апелляционной инстанции. И 23 января 25 года данный приговор вступил в силу. После этого также была подана кассационная жалоба. Но 6-й Конституционный суд общей юрисдикции, территориально расположенный в городе Самаре, также оставил данную кассационную жалобу без удовлетворения. Но, тем не менее, от оценки данных обстоятельств тоже, соответственно, суды, как первой инстанции, так и вышестоящих инстанций, они устранились. То есть, и никакой оценки указанным обстоятельствам не дали. То есть, но, тем не менее, дело впоследствии было окончено вынесением винительного приговора. И сложилось впечатление, что и апелляция, и кассация, они понимали, что такое дело не должно было даже попасть в суд первой инстанции. Было огромное разочарование, что все 3 инстанции прошли внутри Самарской области, где у Тольятти Азот огромный административный ресурс новых собственников. Поэтому я считаю, что по экономическим делам все-таки должен быть шанс на какой-то свежий взгляд и независимую оценку. Поэтому думаю, что кассация должна проходить точно в другом регионе. Мы делали ходатайство о переносе в другую область. Поэтому все произошло в Самарской области, и шансов у нас как-то перебороть ситуацию практически не оставалось. Это как борьба с ветряными мельницами. К сожалению, если суд является не независимым, что-либо доказать практически невозможно. В приговоре не содержится ни одного доказательства того, что имущество куплено на преступные средства, а я не являюсь гражданским ответчиком, хотя должна являться так по закону, так как это мое имущество. Сейчас идет активная подготовка подачи жалобы в Верховный суд, также будет подана в Конституционный суд, но я не питаю какого-то оптимизма, что Верховный суд услышит наши доводы и весь тот задокументированный беспредел правовой, который будет отражен в нашей жалобе. В какой-то момент становится очевидно, внутри национальной юрисдикции у человека нет эффективных инструментов защиты. Это не означает автоматической правоты. Это означает отсутствие равных процессуальных возможностей. Именно в этот момент дело перестает быть внутренним. И именно в этот момент мы начинаем формировать международный контур фиксации. В адрес меня, моих родных поступали угрозы. Например, в адрес меня сначала это были не угрозы, сначала это были попытки
меня как-то заинтересовать, замотивировать. Мне звонили представители Следственного комитета и, так, по крайней мере, представлялись теми фамилиями, которые были следователями в уголовном деле по Махлаю Сергею Владимировичу. И говорили о том, что давай ты усилишь нашу команду, дашь показания против Махлая, дашь показания против других топ-менеджеров, против экс-генерального директора Межиедова Дмитрия. Их интересовали показания против метанольного бизнеса компании «Томет», экс-генерального директора Чаброва Владимира, против членов Совета директоров по «Тольятти Азот» и даже против моих бывших коллег. Тем не менее, я отказался. Позже поступали звонки с угрозами, что если я буду активно писать в различные инстанции депутатам о правовом беспределе в Самарской области, то для меня все это закончится плачевно. Роль правозащитной организации «Арго» не в том, чтобы выносить приговоры, а наша задача – собрать факты, документы, судебные решения и последствия для людей, передать эти материалы в международные правовые и правозащитные институты в рамках их компетенций. По ряду направлений мы получили подтверждение получения материалов. Это означает, что дело зафиксировано, и это меняет контекст. В рамках защиты бывших топ-менеджеров «Тольятти Азот» командой «Арго» дело было выведено на международный уровень. Специальные процедуры ООН. Это обращение направлено в специальные процедуры Организации Объединенных Наций, рабочую группу по произвольным задержаниям и мандаты по независимости судей и адвокатов. ООН рассматривает системные нарушения прав человека и стандарты справедливого судебного разбирательства. Документ направлен с целью международной правозащитной оценки уголовного преследования бывших топ-менеджеров. Комиссар Совета Европы по правам человека. Обращение направлено в Совет Европы, институт, отвечающий за мониторинг соблюдения прав человека и принципов независимости суда в странах-участницах. Цель – зафиксировать признаки системного нарушения права на справедливый суд и давление через уголовный механизм. Европейская комиссия, DG Just, DG FISMA и EAS. Материалы направлены в профильные подразделения Европейской комиссии. DG Just отвечает за верховенство права и независимость судебной системы. DG FISMA за финансовые рынки и корпоративное управление. И EAS за внешнеполитический и правозащитный контур ЕС. Цель – квалификация дела как риска для инвестиционной среды и корпоративного управления. Документы направлены в ведущие международные юридические ассоциации. Эти организации формируют стандарты независимости адвокатуры и принципов справедливого правосудия. Цель – профессиональная международная оценка использования уголовного права в корпоративном конфликте. Материалы направлены в Управление ООН по наркотикам и преступности. ЮНОТ отвечает за борьбу с коррупцией и укрепление институциональной независимости судебных систем. Цель – фиксация признаков злоупотребления правоприменительными механизмами. Документы переданы в структуры Международной торговой палаты, специализирующиеся на трансграничных коммерческих злоупотреблениях. Эти организации анализируют схемы корпоративного давления и принудительного перераспределения активов. Цель – квалификация кейсов в контексте международных коммерческих рисков. Материалы направлены в ФАТФ, международную группу по борьбе с отмыванием средств. ФАТФ формирует глобальные стандарты AML и финансовой прозрачности. Цель – обозначить риски использования уголовного преследования как инструмента давления и перераспределения активов. Направили документы в Организацию экономического сотрудничества и развития и Transparency International. Эти структуры отвечают за стандарты корпоративного управления и антикоррупционную политику. Цель – оценка рисков криминализации управленческих решений и давления через судебные механизмы. Аналитический брифинг направлен в Министерство юстиции США, Criminal Division, Fraud Section, MLARS и Office of International Affairs. Это федеральные подразделения, отвечающие за расследование мошенничества, отмывание средств и международную правовую помощь.
Цель – предупредить автоматическое принятие российских материалов в международных процедурах и обозначить трансграничные риски. Материалы направлены в Государственный департамент США. Госдеп формирует правовой и политический контекст оценки судебной среды в иностранных юрисдикциях. Цель – формирование институционального понимания характера дела на дипломатическом уровне. Документы направлены в судебные и правоприменительные органы Ирландии. Ирландия является юрисдикцией, потенциально вовлеченной в трансграничные процедуры признания решений. Цель – превентивная фиксация рисков и недопущение автоматического признания дефектных судебных материалов. Уведомления направлены в европейские базы обмена правоохранительной информацией. Эти системы используются при пограничном контроле и межгосударственном обмене данными. Цель – предотвратить возможное использование альтернативных каналов давления вне системы Интерпола. Работа по делу продолжается. Ведутся закрытые консультации в Соединенных Штатах Америки, в Ирландии и в других международных институтах, компетентных в вопросах трансграничных правонарушений, корпоративных конфликтов и злоупотребления уголовным механизмом. Международный правовой контур сформирован. Процесс переведен в глобальную плоскость. Крайне тяжело защищать свои права в таких судебных процессах, когда судьи заранее понимают, какое решение они вынесут, не хотят разбираться, виновен человек или невиновен. Желание только быстрее стукнуть молотком, осудить человека и отобрать у него все, что он заработал. Я не теряю надежду, несмотря на многочисленные отказы в возбуждении уголовных дел против того же Сморгонского эксперта. Вот. Я не теряю надежды, что в конце концов уголовное дело будет возбуждено, и это послужит пересмотру всего уголовного дела против Неплюева Николая. Я считаю, что всю команду менеджеров, представителей мажоритарных акционеров и мажоритарные акционеры, тот же Сергей Владимирович Махлай, они обманули и подвели. Объясню, почему. Как я уже говорил, смена собственника произошла. Кому выплатили премию по доп. Соглашениям, которые были с менеджерами? Наверное, никому. Выплатили только некоторым людям, которые активно работали с командой Уралхим после смены контроля. И по прошествии года или полутора лет они уходили с Тольятти Азот с определенной премией. Против меня были провокации. Против других менеджеров были провокации. Мы могли бы сделать так, чтобы эти провокации на старте не увенчались бы какими-то успехами. И долгое время нам говорили, что все будет хорошо, они своих целей не добьются. Например, по вопросу того, как в момент, когда в лес увозили, мне заранее сказали, если будет что-то подобное, ты говори о том, что в тендерном комитете больше 10 человек, и смысл тебя убивать, если решение принимается коллегиально. Вот такая позиция была у наших руководителей. Превентивно многие вопросы в плане нашей защиты, в плане нашей репутации, они не делались. Реакция была крайне медленной, и она была постфактум, когда уже риски и события происходили. По части отношений было разочарование. Лидером, естественно, для нас был Сергей Владимирович Махлай. Его отдать должное, он с величины своего опыта всегда старался найти баланс в каких-то рабочих, здоровых конфликтах
чтобы вектор, общий вектор всей команды и стратегия компании, она двигалась в едином согласованном направлении. Да, и были такие лозунги, что мы одна семья, мы должны друг друга поддерживать, несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся. Тем не менее, когда произошла смена контроля, Сергей Владимирович от нас отвернулся, бросил фактически менеджмент, тот узкий круг, который прошел всю дорогу корпоративного конфликта до самого конца. И дальше мы понимали, что остается только ирландский процесс, в котором акционеры продолжают выяснять отношения. И мы увидели только, что есть сухая какая-то заинтересованность в наших показаниях. При этом мы говорили о том, что у нас все отбирают, у наших родных отбирают имущество. На нас оказывается огромное давление. Хотят, чтобы мы в открытую дали афидевит против вас, Сергей Владимирович, в ирландском процессе. Нам зачем участвовать в этом конфликте уже в текущих обстоятельствах? Мы уже не сотрудники Тольятти Азот. Мы не ощущаем поддержки какой-то от вас. Ряд обещаний, которые письменно были зафиксированы, не были выполнены. Поэтому о каком таком участии и какой-то такой лобовом каком-то столкновении может идти речь? Зачем это все нам надо? В ответ мы слышали: денег нет, вы держитесь, не хотите, не участвуйте. Как-то так. Международная фиксация дела – это не гарантия и не защита в бытовом смысле. Это изменение уровня риска. Любые дальнейшие действия, давление, попытки преследования, эскалация перестают быть невидимыми. Они становятся частью зафиксированного контекста и международного контура защиты. Именно поэтому публичность в таких делах не жест, а инструмент. Не только моя жизнь и моих родных, но и жизнь таких менеджеров, которые уехали, она изменилась, она уже не будет такой, которая была. Жизнь стала другой. Во многом приходится все начинать сначала. Слава богу, наши дети, по крайней мере, мой сын, он не знает всей этой ситуации. И я знаю, что мои родные и близкие, они понимают все происходящее. Когда ты получаешь сообщение или от знакомых, от родных о том, что мы с тобой, мы верим, что все будет нормально, это бесценно, это сильно эмоционально и психологически поддерживает. Хотел бы, чтобы весь этот ужас и ад по отношению ко мне, моим родным, моих родных, закончился. Меня оправдали, гражданские, уголовные дела были закрыты. Репутацию восстановить, возместить потери свои, начинать жизнь фактически с самого начала очень сложно. Я знаю, через что проходят многие менеджеры в психологическом плане, в моральном плане, потому что сам через это прохожу сейчас. А как это сказывается на здоровье родных и близких? И в такой атмосфере
без поддержки бывших руководителей, которую в какой-то момент просто не стало, крайне тяжело жить. Поэтому я надеюсь, конечно, что когда-то эта история закончится. Сценариев и вариантов возможного окончания много, и мы спокойно сможем дальше жить, развиваться, работать, реализовывать себя. Николай согласился участвовать в этом фильме не как обвинитель. Он говорит как человек, чье дело уже перестало быть частной историей. Он говорит после того, как материалы были переданы и зафиксированы, ответы получены. Это принципиально важный момент. Этот фильм не ставит точку. Он фиксирует факты, документы и последствия. Он делает эту историю видимой для всех международных инстанций и международного юридического правового сообщества. И именно в этом его значение.